Всем привет, с вами Евгения Каландина. Я сегодня приготовила для вас новый мастер-класс. Мы будем вязать коврик-игрушку из пряжи Alize Puffy. Для мастер-класса нам потребуются ножницы, маркер. Вязать мы будем нашими ручками, без крючков, без спиц. Ну и, конечно же, нам нужна пряжа. Я буду вязать с вами в первый раз. Вот такая пряжа Alize Puffy. Я купила по 5 мотков. 5 мотков черной, 5 мотков белой пряжи. Думаю, что нам хватит. Расход, конечно, по итогам мастер-класса уже в конце вам скажу. Вязать буду первый раз из этой пряжи вместе с вами. Будем учиться, присоединяйтесь. Вдохновили меня на вязание этого коврика фотографии в интернете. Я увидела мамонтенка, единорожку, такой коврик, льва. Кстати, вот показываю вам цену. У нас стоит в магазине 190 рублей черный моточек. В другом магазине я купила белую пряжу, 200 рублей. В третьем магазине у нас 250 рублей. Если покупать через интернет, у нас продают за 140-150 рублей. Пряжа не дешевая, но очень интересная. На ощупь просто суперская, приятная, мягкая. В 100 граммах чуть больше 9 метров. Посмотрите, что нам предлагают из этой пряжи связать. Игрушки вяжут, коврики, одежду, пледы для малышей. Цвета есть очень разнообразные. Давно хотела с ней познакомиться. Очень интересная пряжа, на ней готовые петельки. Давайте начнем вязать. В этой части мы с вами свяжем коврик. Чтобы начать вязать, нужно сначала разделить 3 петельки. Петельки делятся между собой, у них идет тонкая ниточка посередине петли. Аккуратно ее разрезаете. Вязать мы будем руками, но это очень напоминает вязание крючком. Разрезали 3 петельки, кладем хвостик на руку. Ниточкой оборачиваем ладонь. Теперь в это получившееся кольцо мы продеваем 2 петельки. Первая. Сюда же вторую. Следующую петельку мы протягиваем через 2. Вязание очень напоминает вязание крючком. Получился как бы первый столбик без накида. Мы его отмечаем маркером. Следующую петельку продеваем через кольцо. Накидываем на пальчик первой и третью петельку снова протягиваем через 2 петли. Второй столбик. Снова продеваем петелечку в кольцо, накидываем на пальчик и петлю с рабочей нити протягиваем через 2 петельки. Вверху у нас получается цепочка, по ней хорошо видны петелечки. Провязываем 4-й столбик. Девочки, забегая вперед, скажу, пока вязала первым мотком, как-то руки непонятно было еще как, куда, чего. На втором моточке распробовала, на третьем так уже пошли. Уже никаких лишних движений не делаешь, все очень быстро получается. Я осталась довольна этой пряжей и вязанием таким. Непривычно, наверное, первые 10-15 минут, а потом все идет вперед из песни. Так что пишите, кто уже знаком с этой пряжей. Пишите в комментариях. Кто с этой пряжей еще не познакомился, обязательно купите, попробуйте, поделитесь впечатлениями. Вот я провязала 6 петель в кольцо. По этой схеме мы вяжем почти все наши игрушки. Ниточку затягиваем, это у нас получился первый ряд. Переходим к вязанию второго ряда. Во втором ряду, как обычно, мы делаем прибавки. Из каждой петли вывязываем 2 петли. Первая петля у нас отмечена маркером. Маркер убираем, продеваем петельку, накидываем на указательный пальчик и протягиваем петельку с рабочей нити. Сразу же отмечаем маркером начало ряда, это у нас будет первая петля в этом ряду, во втором. Теперь нам нужно провязать вторую петельку сюда же. Провязав несколько рядов, вы будете отлично видеть рисунок.
Если вы захотите связать просто коврик, вот такой кругленький, то я, конечно, вам не посоветую взять черную пряжу, потому что черная пряжа это не самая удобная пряжа. Но так как мы будем вязать коврик, игрушку, панду, то в моем случае без черной пряжи не обойтись. Провязываем 2 столбика в следующую петлю. В следующую петлю мы также будем провязывать 2 столбика. Так мы вяжем с прибавками до конца ряда, и в конце ряда у нас будет 12 петель. Периодически смотрите на обратную сторону нашего вязания, чтобы не пропускали петельки. Если вдруг вы пропустите, у меня пару раз такое было, наше вязание довольно-таки легко распускается. Аккуратненько распускаете и убираете петельки, чтобы таких не было моментов. Довязываем этот ряд, нам осталось связать последнюю прибавку в этом ряду. Ниточку, с которой мы начинали вязание, можно будет подшить или привязать крючком. Переходим к вязанию третьего ряда. Вот здесь в начале вязания немножко торчат у меня 2 петельки, ничего страшного, просто подтягиваете их изнутри равномерно. И все получается ровненько и красиво. Снимаем маркер, переходим к вязанию третьего ряда. Теперь мы будем вязать с прибавками через петлю. Поэтому мы провязываем в первый столбик петельку без прибавки. Снова отмечаем начало ряда. В следующую петлю мы провязываем 2 столбика, то есть 2 петельки. Первый столбик и второй. В третью петлю провязываем 1 столбик. В четвертую 2. Так мы с вами будем вязать до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 столбиков без накида, 18 петелек. Девочки, я, наверное, все-таки по привычке буду говорить столбики без накида. В общем, вяжем точно так же, как и обычно игрушку, прибавляя в каждом ряду равномерно по 6 столбиков без накида. Здесь довязываете самостоятельно до конца ряда. Думаю, принцип вязания понятен. И так мы будем вязать коврик до нужных нам размеров. В конце каждого ряда я буду называть количество петель, и вы их обязательно проверяете. Довязала этот ряд до конца. Теперь можно проверять петелечки. Вот я вам показываю косичку. Просчитываете все петельки. У нас должно быть их 18 в третьем ряду. Снимаем маркер. Переходим к вязанию следующего ряда, четвертого. В первую петлю провязываем 1 столбик. Петелечку отмечаем. Во вторую петлю провязываем 1 столбик. В третью провязываем 2. Здесь у нас прибавка будет в каждом ряду продолжаться. По рисунку тоже это уже видно. Первый столбик провязала и сюда же второй.
Так мы с вами будем вязать до конца ряда. 1, 1, 2, 1, 1, 2. В конце ряда должно быть 24 столбика без накида. Довязали 4 ряд, проверили количество петель. Их должно быть 24. Переходим к вязанию 5 ряда. Снимаем маркер, провязываем первый столбик. Первую петлю 1 столбик без накида провязываем, отмечаем маркером начало ряда. Во вторую петлю 1, в третью петлю 1. Хочу показать вам поближе рисунок, и уже по рисунку видно, где у нас идут прибавки. Четвертую прибавка. Довязываете этот ряд, в конце ряда проверяйте, должно быть 30 петель. Довязали этот ряд, переходим к вязанию 6 ряда. Вот что у нас получается с обратной стороны. Ниточка с начала вязания. Проверяете количество петель. Снимаем маркер, переходим к вязанию 6 ряда. В первую петлю провязываем 1 столбик. Сразу отмечаем первую нашу петельку. Начало ряда маркером. Во вторую снова 1. В третью 1. В четвертую 1 столбик провязываем. В этом ряду прибавки мы провязываем в пятую петлю. 2 столбика. Так мы вяжем с вами до конца ряда. В конце ряда у нас будет 36 петель. Переходим к вязанию 7 ряда, снимаем маркер. Первую петлю провязываем 1 столбик без накида. Отмечаем сразу же первую петлю маркером. Во вторую петлю также провязываем 1. Третью петлю провязываем 1 столбик. В четвертую 1 столбик. В пятую провязываем 1. В шестую прибавка 2 столбика с накидом. В этом ряду мы делаем прибавки в каждую шестую петлю. В конце ряда у нас будет 42 столбика без накида. Переходим к вязанию 8 ряда. Снимаем маркер. Провязываем первый столбик без накида в первую петлю. Снова отмечаем начало ряда маркером.
Во вторую петлю второй столбик без накида. В третью петлю снова один столбик без накида. Один столбик без накида провязываем в четвертую петлю. Пятую и в шестую. В восьмом ряду прибавки мы делаем в каждую седьмую петлю. Провязываем 2 столбика без накида в седьмую петельку. Первый и второй. Продолжаем так вязать до конца ряда. В конце ряда у нас будет 48 столбиков. У меня закончился первый моточек. Хочу вам показать, насколько его хватило. Измеряем диаметр нашего круга через середину. Здесь получается 25,7, 32 сантиметра. Диаметр нашего коврика из одного моточка получился 32 сантиметра. Привязываем второй моточек. Привязываем ниточку так, чтобы 2 петельки были рядом с друг дружкой. Ниточки, как обычно, мы прячем в основание нашего ряда. Между петельками их продеваем. И когда вяжем, закрепляем. Вот таким образом. Делаем последнюю прибавку в этом ряду. Довязали ряд, не забудьте проверить количество петель, их должно быть 48. Переходим к вязанию 9 ряда. Снимаем маркер и провязываем первый столбик в первую петлю. Также отмечаем начало ряда маркером. Продолжаем вязать второй столбик без накида во вторую петлю. Третий столбик в третью петлю. Четвертый в четвертую. Пятый столбик без накида провязываем в пятую петлю. Шестой столбик в шестую. И седьмой столбик провязываем в седьмую петелечку. В восьмую петлю мы провязываем прибавку 2 столбика. Первый.
И сюда же второй. Продолжаем так вязать до конца ряда. В каждую 8-ю петлю провязываем прибавку. В конце ряда у нас должно получиться 54 столбика без накида. Девочки, принцип, наверное, вполне понятен. Если нет, пишите в комментариях, я попытаюсь вам объяснить, расписать это как-то там в сообщении. Просто у меня получилось очень большое видео, и наверное, я дальше также подробно каждый ряд не буду снимать. Коврик я провязала размером всего 14 рядов. В 14 ряду мы делаем прибавку в каждую 13-ю петлю. Всего в итоге получилось 84 столбика без накида. Девочки, вот я вам показываю последнюю прибавку в моем вязании. Это 14 ряд закончен. Если вы хотите связать себе вот такой коврик, тогда вы разрезаете петельку следующую, отрезаете лишние петельки и закрываете вязание соединительной петлей. Если вы вяжете со мной мишку панду, то я сейчас покажу вам, как закончить этот ряд. Коврик получился очень мягкий, приятный. Вот у меня кухонный стол, я тут снимаю видео. И он у меня получился довольно-таки большой, как мой кухонный столик по ширине. Сейчас я подниму камеру и постараюсь показать вам размеры коврика. Заодно посмотрите, как я снимаю свои видео мастер-классы. У меня тут цвет, пряжа, ножницы, все под рукой. Возвращаемся к рабочему моменту. Для того, чтобы в дальнейшем связать две детали, нижнюю часть коврика, вот эту черную, это будет животик панды, и верхнюю часть, белую спинку, чтобы их соединить, нам нужно в каждую петельку нашего ряда протянуть петлю с рабочей нити. Вот таким вот образом. Через каждую петельку протягиваем петлю по всему кругу. Здесь вы самостоятельно уже доделаете ряд, и пока мы часть нашего коврика оставляем. Продолжим с вами вязать в следующей части. Всем спасибо за внимание, пока-пока!